После окончания Второй мировой войны в США было сделано так много ветчины, что люди начали получать ее по почте. Все магазины были забиты этой ветчиной, и поэтому пришло время создавать название этой всей штуки. И назвали эту ветчину в банке, которая спам. Спамом мы сейчас с вами называем именно то, что достает нас. Оно идет из всех щелей. Мы хотим избавиться от этого, но мы получаем это каждый день по почте, в магазинах, где угодно, везде этот спам. Ребята, мы живем с вами в эпоху потребления. А в эпохе потребления все мы рабы. Рабы того, что мы хотим. Что мы хотим купить? Машину, квартиру, телефон новый, планшет, камеру, шмотки, кроссовки, которые засрутся через 15 минут. Вы на канале Псих опять. С вами Вадим. Давайте немножечко разберем эту тему. Поехали. Мы нация без света, нация без света кожи. Вероятнее всего, Билл Гейтс осознавал, создавая компанию Microsoft, что какие-то 20 лет впереди, и после этого его продукция начнет покупаться по всему миру в огромных количествах. Microsoft, система Windows, стоит сейчас на каждом компьютере в мире. Ну, если мы не берем с вами macOS и Linux. Но Linux есть почти там, только у программистов. Маркетологи прекрасно понимают, что для того, чтобы люди покупали их продукцию, вам нужно влюбить в себя этих людей. Постоянные уникальные торговые предложения, они происходят повсюду, и мы с вами начали потреблять все, чем нас кормят. Нас могут накормить даже насекомыми. Сказать, что это полезные белки, которые поспособствуют вашей жизни быть долголетней, и вы будете жить припеваючи, ешьте насекомых, и будет все с вами хорошо. Пытаются обмануть везде. Производство насекомых — это очень дешевый бизнес. Из там 1000 личинок получается несколько килограмм белково-содержащих котлет. В Сибесе эта продукция стоит 150 рублей. Продавать это будут за 1500. Знаете, это как Beyond Meat для веганов сейчас. По сути, это гороховая котлета. Вы приходите в условный Fridays, заказываете мясной бургер, там будет у вас булочка и котлета из мраморной говядины. Но чтобы сделать его зожным, вам надо доплатить. Чтобы поменять мясо мраморной говядины и булочки бриош с достаточно дорогой мукой на всего лишь 2 листика салата айсберг и котлету из гороха, вам надо доплатить еще 450 рублей. И люди, просто попадая на крючок этой моды, бегут и покупают эти продукты, включая те же самые котлеты Beyond Meat. iPhone. Стив Джобс. Каждый год вы меняете свой новый iPhone. Для чего? Что в них меняется? По-честному, кроме цвета. Хотя и цвет не всегда меняется. Если мы берем с вами условные 11, 12, 13, 14 айфоны, уберем 11 и там другой корпус. Это одинаковое устройство. Да, прирост производительности. Микро. Прирост возможностей камеры. Микро. Но мы бежим. Мы бежим, потому что мы хотим. Мы работаем для того, чтобы купить эту безделушку. Мы работаем для того, чтобы с нас взяли деньги. Мы работаем для того, чтобы с нас взяли налоги. Мы работаем для того, чтобы удовлетворить свои собственные потребности, пойти после этого выебнуться перед какими-то знакомыми и сказать, что вот, кидая коробку от айфона, смотри, что я купил. Я крут. Посмотрите все на меня. Всем насрать? А я не знаю, что всем насрать.
Но я купил, я все равно кайфовый парень. У меня есть iPhone 14 Pro. Deep Purple он, по-моему, называется. Ребята, серьезно? Так же происходит. То есть уже 2023 год, айфоном никого по сути не удивишь, но люди бегут и делают это с мыслями о том, что когда он его купит, он окажется первым парнем на деревне. Да, эпоха потребления идет вверх. Люди бегут в магазины, покупают новые продукты, новые товары каждый день, потому что маркетологи им так сказали. Потому что маркетолог сделал так, что ты думаешь об этом товаре, ты думаешь о том, что без него существовать ты не можешь. Ты думаешь о том, что пылесос Dyson это намного лучше, чем пылесос Samsung. При том, что Samsung это тоже отличная фирма, он в 2 раза дешевле, но визуально не такой симпатичный, как Dyson. А по факту дела, не настолько много было денег просто вложено в маркетинг этих пылесосов. Маркетинг ведет вселенную, ведет общество к тому, что мы разлагаемся. Мы разлагаемся в системе координат потребления, мы постоянно хотим что-то нового. Я уже не помню время, когда ты просыпаешься и вот ненароком не думаешь о том, как бы чем-то где-то обновиться. Тебе всегда чего-то недостаточно. Люди идут, покупают какие-то товары, фоткают их в Инстаграм, запрещенная в России социальная сеть, фоткают их ВКонтакте, делают посты в социальных сетях различного рода и хвалится. Другой человек, у которого нет денег, начинает завидовать, начинает смотреть и думать: хочу такой же. А этот козел, где он эти деньги взял? Он их что, украл? Она что, их насосала? Она что, там пошла, заработала своим телом? Молчание. И только молчание, потому что в эпохе потребления не могут существовать добрые намерения. Как только мы отказываемся от того, чтобы ожидать от мира постоянно каких-то вот этих вот конфеток, падающих с небес, как только это происходит, мир начинает играть новыми красками. Почему люди в деревнях намного счастливее себя чувствуют, даже без вот этих вот мнимых электрических плит, даже зимой протапливая просто печку? Так потому что им никто не насаждает сраный маркетинг. Я сам долгие годы работаю в маркетинге, и я понимаю, что нужно делать для того, чтобы человек купил у тебя товар. Тебе нужно просто сделать отличную упаковку, которая заставит его хотеть, желать и мечтать о том, что ты производишь. Люди, которые живут и тут, и сям, как стадо овец, бегут за колокольчиком, который есть у собачки, который ведет их в стойло. И они спокойненько там собираются и спят после этого. Жизнь людей в эпоху потребления превратилась в какой-то сюр и постоянный побег за мнимыми технологиями. Если мы обратимся назад и подумаем с вами. Машина Audi A4 2002 года выпуска. Как вы думаете, ездит ли она сейчас? Я думаю, что ездит. Я даже сейчас несколько объявлений привожу со стоимостью этих автомобилей. Ну, просто вот здесь вот фоточки вы увидите. И этот автомобиль будет цениться. Потому что сделан он был еще до вот этого вот попсового зарождения эпохи потребления. И возьмем машину Audi A4, только уже 2011 года выпуска. На вариаторе. С мотором второй генерации. Ну, для тех, кто не разбирается в автомобилях, с не очень качественным мотором на уровне немецкой компании. И
точно так же увидим объявление. Цена разнится ненамного. А все почему? Да потому что эти машины производятся на несколько лет. Для того, чтобы ты купил, почувствовал кайф от потребления. 2-3 года, 4 поездил на них и продал. Дальше ее будут насиловать еще сильнее, еще сильнее, еще сильнее. 10 лет она выработает свой срок жизни и просто уйдет на свалку. А машины 90-х и начала 2000-х будут ездить 40-50 лет. Производители загоняют нас в эпоху потребления. Немножечко неправильно я сказал. Производители загнали нас в эпоху потребления. И для того, чтобы из нее выбраться, нам нужно построить равное общество. А чтобы построить равное общество, нам с вами нужно идти вместе к какой-то одной цели. Чтобы идти вместе к какой-то одной цели, продолжайте смотреть мой канал. Дальше больше. Псих опять. Вадим. Мы нация без цвета, нация без цвета кожи.